мотивация, прокрастинация и состояние потока. Как успевать все, в том числе и жить. Быстрее, выше, сильнее. Основные мотивы современного общества, где достигаторство и бешеный успех однозначно мерило успешности. Каждый день нам рассказывают про богатых и успешных, кто заработал первый миллион уже в 16. Всевозможные коучи, психологи и продюсеры обещают вытащить вашего внутреннего зверя. А вы стоите, испуганно озираетесь и боитесь не успеть за этим миром сумасшедших скоростей. Для начала давайте выдохнем. Сегодня мы оперативно и бесплатно расскажем вам об основных хитростях мотивации и успешной работы. А на десерт выдадим тайну, почему вечное откладывание на потом – это не всегда плохо. И все это без навязчивых лозунгов и приглашений на марафоны и продуктивности. О мотивации. Как и в любом деле, нужно начинать с базы. Мотивация – это именно то, без чего даже рутинные дела делаются со скрипом. Трудно даже кофе заварить или собаку выгулять. Как ее обрести и не потерять? Мотивацию можно разделить на внутреннюю, когда мы самолично ставим цели и от них получаем удовольствие, и внешнюю, когда цели нам ставят со стороны и наш основной профит – это признание и плюшки от других. Например, объявили у вас на работе конкурс на лучший проект. Если вы хотите выиграть, чтобы получить премию и утереть всем нос, это внешняя мотивация. Если хотите победить, чтобы попробовать что-то новое, проявить себя и развить свои творческие скиллы, это внутренняя мотивация. Причем внутренняя мотивация гораздо сильнее, устойчивее и эффективнее внешней, но присуща она только эмоционально взрослым людям. Внешняя обычно стремительнее и ярче проявляется, но и потерять ее легче в разы. Если привыкнуть полагаться только на нее, то внутренний ресурс будет обрести гораздо труднее. Чем вы старше, тем слабее работают оценки от кого-то другого. Принуждение, общественное мнение, потому стоит взрослеть и качать внутреннюю мотивацию. Есть даже такая наука – андрогогика или обучение взрослых людей. Один из ее создателей, Малькольм Ноулс, уверен, что взрослые учатся, чтобы решать конкретные жизненные задачи, а вот дети могут бороться за абстрактные оценки и отвлеченные знания, которые, может быть, когда-то там и сработают. Дарим вам 5 принципов обучения и сохранения мотивации у взрослых. Самооценка. Чем вы старше, тем она более независима от других людей. Опыт. Важнейший ресурс для обучения и приобретения нового. Готовность. Чтобы развивать социальную роль, надо к этому прийти эмоционально, сознательно. Ориентация на учебу. Мы учимся, чтобы решать конкретные задачи, а для этого нужно четко обрисовать задачу, проблему и понять, зачем ее вообще решать. Мотивация. Вот и наш краеугольный камень. Человек взрослеет, когда приобретает внутреннюю мотивацию учиться. О теории потока. Психологи сформировали такой принцип, как теория потока. Это такое состояние, в котором мы испытываем радость, удовольствие от текущей работы, максимально увлечены тем, чем занимаемся. Помните, как в детстве мы играли в казаки-разбойники, забывая о времени и даже о голоде? Так вот, мы играли в состоянии потока. Развитием этой теории занимается, например, американский психолог с непроизносимым именем Михай Чиксентмихай и автор проекта Lifelong Learning Lab, эксперт курса «Мастерство учиться» Рената Гизатуллина. Они утверждают, что в состоянии потока сосредоточенной работы у вас останавливается бесконечный внутренний диалог. Вы прекращаете сомневаться, делаете то, что нужно и что вам нравится. Хорошая новость. В поток можно входить сознательно и по желанию. Любую деятельность можно сделать потоковой, если ставить ясные, понятные цели, распределять их по шкале. Сложно? Скучно. Если трудно, попробуйте упростить. Если скучно, усложните. Введите новые элементы. Если вам не ясны цели, вы будете либо скучать, либо тревожиться. Второе – сосредоточиться. Направьте все внимание на свою работу. Не отвлекайтесь. И третье – настройте обратную связь. Рефлексируйте в процессе работы. Контролируйте свой путь, разбивая его на отдельные этапы. Так называемые чекпоинты. Эти банальные 3 пункта сделают обучение увлекательным, превратит любую работу в творчество. И помните, задача должна быть сложной настолько, чтобы ваших опытов и навыков хватало, но не с головой. Примерно на 70-80%. Например,
Если вы учите английский, нет смысла читать простые книжки. Нового вы ничего не получите. Возьмите книгу, где понимаете 70-80%. Непонятный остаток и придаст стимул для повышения уровня. Почему прокрастинация – невеликое зло? Каждый наверняка знает слово прокрастинация. Постоянное откладывание на потом. Причем даже важных дел. Сейчас будет бомба. Это не всегда так плохо, как вам говорят. Не стоит бояться прокрастинации. Максим Дорофеев, автор книг «Путь джедая» и «Джедайские техники», спец по личной эффективности. Он удачно сравнил прокрастинацию с болью. Если она проявилась, значит что-то у вас не так. Легко спутать усталость и лень. И в том, и в другом состоянии хочется в одеялко и ничего не делать. Но если лень можно пнуть, сказать самому себе «соберись, тряпка» и победить, то с усталостью такое не сработает. Поможет, конечно, но еще больше загонит вас в стресс. Если вы никак не можете закончить обучающий курс или просмотреть нужный вебинар, подумайте, может быть, вы его пытаетесь посмотреть вечером, когда встали затемно, отработали полный день, приготовили ужин, забрали детей из школы и кружков, поговорили с мамой, почистили ванну и вообще как выжатый лимон. Попробуйте посмотреть нужное видео утром. Если сработало и все усвоилось, значит дело далеко не в лени. Усталость – главный источник прокрастинации. Но есть еще несколько спусковых крючков. Эффект установки. Вам четко сказали, что и как нужно делать. И качественных альтернатив вы не видите. Если что-то откладываете на потом снова и снова, задумайтесь. Может, есть способ сделать это по-другому, оптимальнее. Если не помогло, а нужна ли вам вообще эта задача? Перфекционизм. Я лучше не буду делать никак, чем сделаю сегодня, но кое-как и не до конца. Помните, Москва не сразу строилась. Если страшно облажаться, поделите задачу на несколько блоков и оттачивайте каждый, и не стесняясь просить помощи, в том числе у психотерапевта. Если желание сделать все идеально тормозит вас постоянно, это уже попахивает минимум ОКР. Ложные желания. Для них есть смешной современный термин – кальсоногномизм. Привет Южному парку и кальсонным гномам оттуда. Суть – вы хотите получить профит, но выбираете для этого неверный путь. Например, вы работаете бухгалтером и заскучали от однообразия, решили найти хобби. Но вместо того, чтобы подобрать что-то оригинальное, хотя бы и курсы сальсы, вы записываетесь в кружок архивистов. В итоге вы на работе в бумажках копаетесь и в свободное время. Хобби есть, а удовольствия нет. Или вы решили заняться спортом. Неистово худеть и наращивать мышцу, а не просто, чтобы чувствовать себя лучше. И вместо того, чтобы бегать с друзьями в парке, плавать в бассейне, играть в волейбол, вы записываетесь на полумарафон или ходите 4 раза в неделю тягать железо. Боль, грусть, тлен. Это не то, что вы хотели. Чтобы понять, ложное желание или нет, задайте себе честный вопрос. У меня вообще что-то шевелится внутри, когда я думаю про это дело. Настоящее желание – это когда вы горите энтузиазмом. Не все, что нам приходится делать в жизни, нам приятно, но многое можно подсластить правильно выверенной мотивацией. А если вас постоянно преследует усталость, прокрастинация и недовольство собой, стоит задуматься, а надо ли себя так насиловать? Может быть, это сигнал, что вам это не сильно-то и надо.